Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад. События ближайших дней. События ближайшего будущего Таро на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, спросим, как видят эту неделю для вашего знака зодиака Таро. И я же вас хочу пригласить на свой сайт, где есть планетарные гороскопы, как и на август, так и до конца месяца. Есть статьи по психологии, есть как и статьи по разным транзитам, которые будут долгое время продолжаться. И можете и прочитать, и посмотреть видео. А также есть видео уже на осень, именно с учетом большой ретроградности. Позже опубликую статью во вкладке «Сообществе». И кому интересно, следите, переходите, читайте. Мы же идем с вами дальше. И если мы сказали события ближайших дней, чем вы будете больше заниматься или какие энергии будут для вас важны? Давайте узнаем. Первая карта, так и назовем. Что важно знать? Вторая, чего не избежать или возможные неожиданности на неделе. Чему сейчас не время или что может помешать? Может, как энергии какие-то. А что же вам будет помогать, что вас будет радовать, что вам в помощь? Что скрыто? Может быть, и кто-то скрывает. Может быть, и вы что-то скрываете. Или то, чему не придаем значения. И 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Деньги, энергия как раз денежная. Личная жизнь. И достанем карту «Совет». Что же будет важно? Что в приоритете? Королева мечей. Ну, не совсем тут от нашем благодушном настрое. Здесь какая-то конкретика, может быть и правда, какие-то инстанции вам следует посетить, что-то согласовать, какие-то документы подписать или оформить. Королева мечей – это карта независимости в первую очередь и очень такого, знаете, конкретно здравого смысла – когда идет постоянный своеобразный анализ обстановки вокруг, где-то ваши намерения, цели с учетом возможностей, и когда мы надеемся, опять же, сами на себя. Карта также, это ведь прообраз Юдифи когда-то в первых картах, и значит, нам карта говорит молчание, когда мы о себе много не рассказываем, когда мы очень проницательны и непроницаемы для других. Поэтому храните где-то терпение, молчание, спокойствие. Вот об этом нам говорит карта. И некоторую холодность суждений. Безэмоциональная карта вообще. Если мы спросили, что важно, значит, вот такие энергии для вас будут преобладать. Кстати, у нас на карте очень много птиц изображено. Это своеобразный прообраз наших мыслей или новостей, то, что мы слышим. И вот одна птичка приблизилась к кошке. Она заинтересовалась, что же за милый зверь. Но мы знаем, что когти кошки очень опасные, смертельные, а прыжок молниеносен. Поэтому вы не должны, мои дорогие рыбы и рыбки, себя подвергать риску. Поэтому будьте продуманы где-то на этой неделе. Ну, не все то золото, что блестит, буквально вот как эта кошка, она мила только с виду, но какие-то намерения и цели других людей, или каждый занимается, может быть, своими делами, преследует какой-то свой интерес, и вам это придется где-то учитывать. Отсюда и рационализм. В неожиданностях может быть как получение денег или вообще карта профессионала. И 6 пентаклей одна из лучших как и на деньги, так и на работу, на продвижение своих дел, своих намерений и целей, может быть, отчасти и документов. У кого-то это могут быть и кредиты, конечно, кто-то гасит кредиты и хочет распрощаться, кто-то, наоборот, собирается ипотеку и приобрести жилье. Ну, наверное, тут самые разные варианты могут быть. У кого-то может быть и проплаты за обучение, почему нет, и какие-то для кого-то могут быть документы именно в конечном итоге, которые сводятся к финансам. Может быть, это касается вашего жилища. И тоже придется отправиться по инстанциям для того, чтобы что-либо подписать или просчитать, может быть, математически, по части финансов тоже. Я не могу сказать, что это неожиданности карта, но больше, видимо, нас ориентирует на какую-то непредвзятость,
на рационализм, логику, математический подсчет на этой неделе. И когда по шестерке пентаклей в неожиданностях, если мы говорим, обратите внимание, надеюсь, это видно, руки тянутся к деньгам, вот как раз внизу. И карта это подразумевает, кстати, что вам кто-то может прийти на помощь. И если у вас сложилась сложная обстановка по финансам, брешь буквально какая-то финансовая, есть тот человек, который вам поможет ее закрыть. Или у вас получится где-то, ну, если какой-то платеж, допустим, важный, нужно осуществить, а деньги задерживаются, значит, вы найдете эти деньги и как-то выберетесь из любой сложной финансовой ситуации. Но если к вам обращаются, одолжи мне денег, или я тебе скоро верну, вот эта карта не предполагает. Она говорит, помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Как неожиданность, как предупреждение можно так расценивать. Чему сейчас не время? Ну, каким-то нашим, может быть, инсайтом, даже творческим отчасти. Не время выносить вердикты, не время, в принципе, огненная карта, не время сильным эмоциям или когда какой-то импульс нас может захватить, и нам хочется им следовать. Посмотрите, какая холодная карта полярной энергии. Вот если что важно знать, что где-то помогает, да и шестерка пентаклей, она отнюдь не о каком-то радужном настроении. Здесь больше, ну, консерватизм какой-то проходит и логика. Но, видимо, не время импульсу. Может быть, неделя не такой большой срок. И в последующем вы что-то, ну, или обстановка как-то меняется, или дополнительные какие-то сведения к вам приходят, или вы, может быть, то, чем мы можем загореться, ведь если мы говорим как инсайт, хочется что-то осуществить, а кто знает, пройдет 3, 4, 5 дней, а вы скажете, а нет, мне и не нужно. То есть поэтому не торопитесь как будто реализовывать какое-то свое желание, или не торопитесь что-то озвучивать, мои дорогие, вот это будет вам тогда в плюс, потому что сам по себе импульс может помешать, этому не время. Что же будет помогать? Ну, не случайно, наверное, быть проницательным и непроницаемым для окружающих. Пятерка кубков, карта депрессии, карта апатии и в позиции. Что вам помогает? Оденьте маску. Оденьте маску равнодушия. И даже если вы за собой не наблюдали актерского мастерства или каких-то лицедейских качеств, тем не менее, упрямо карта нас именно возвращает вот все то, что я перечислила до этого. Никакого импульса. Значит, кто-то может вас выводить специально на эти эмоции, а ты оставайся равнодушным. По крайней мере, внешне вам это помогает. Держите марку, правда? Может быть, это вы должны вот создать такой некоторый ореол вокруг себя, что вы заняты своими делами. Или у вас какие-то очень значимые дела на повестке дня, чтобы вас никто эмоционально не зацепил. Или когда вы транслируете, может быть, по части работы. К примеру, с учетом королевы мечей. Могут так сложиться обстоятельства, что на вас захотят, вы люди добрые, мои дорогие рыбы и рыбки. А почему бы мне какие-то обязанности еще не повесить вот на вас? Ну или, к примеру, я говорю. И ваша задача уйти от того, что вас может сковывать. Ведь мы сказали, карта независимости. Вы должны свою независимость сохранять, даже если вам придется одевать маску. Где-то это вам помогает. Или, может быть, сказать, что, Боже милый, как мне сейчас сложно или у меня столько проблем. Одним словом, сыграйте каким-то образом, это вам поможет уйти, может быть, от ложных обязательств или от какой-то ложной траты денег, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Надеюсь, вы поняли, какую я мысль хотела передать. Поэтому буквально вот такое какое-то внешнее разочарование, которое вы транслируете, вам помогает. Меньше будут дергать, может быть, и так. Что скрыто? Две королевы. А вас могут быть, знаете как, разговоры вестись. Могут быть и сплетни. Или вы как в центре внимания, всем интересно, что будет дальше. Вам могут задавать наводящие вопросы, поэтому маска вам тут точно совершенно необходима. По этой карте, это все-таки королева жезлов, вы можете столкнуться с человеком, кстати, который рожден под знаком зодиака стихии огня.
Овен, Лев, Стрелец. И королева мечей здесь тоже могут быть люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии только воздуха. И это у нас будут близнецы, Весы, Водолей. Или имеют, опять же, асцендент. Но мы в основном отталкиваемся от энергетики карты. Так вот, если мы про энергетику королевы мечей уже в целом обрисовали, то королева жезлов, она на своей волне. Она вам никогда не скажет, что она собирается делать. И вам где-то предлагают карты быть в тех же энергиях. Она умеет хранить тайны свои и чужие. И это в позиции, что скрыто. Храните свои тайны и чужие. Меньше где-то вообще ваших выводов или то, что вы думаете. Может быть, вы и правильно думаете, но не давайте о себе лишней информации. Это точно. Правильная, умелая какая-то работа как раз в информационном поле. Для кого-то с большим объемом информации. Или, может быть, и придется куда-то отправиться. Анализируйте обстановку вокруг вас. Читайте документы, которые вы подписываете. А обращайте внимание, какая обстановка вокруг вас, что говорят люди. И королева жезлов очень удачлива в финансах. Правильно распределяет средства. И вам это такая же задача. Люди могут вот как раз находиться в этих энергиях. И вы тоже чего-то не должны прошляпить. Может быть, поэтому нам таким фоном и подсказывают карты. Оставайся буквально на своей волне. И если тебе не остается ничего другого, надевай маску. Сохраняй свою независимость. Дела, работа, бизнес, учеба. Кстати, где-то по пажу жезлов это учеба. Может быть, еще это у нас где-то не сентябрь, не октябрь, это еще август. Может быть, какие-то подготовительные моменты проходят. Или у кого-то учеба как курсы. В любом случае, по пажу жезлов это желание. Но есть еще и какой-то мотив. Мы хотим что-то осуществить. Но должны быть готовы к тому, что планы нам придется корректировать. Малая карта сама по себе по значению. И здесь еще как намерение, но которое не отстроилось в какую-то логическую последовательность. Поэтому, как и коррекция планов. И здесь просто в целом нам говорят дела, работа, бизнес, учеба или документы. Придется что-то корректировать. Или придется идти по тем событиям, которые будут создаваться. По ситуации придется идти, и у каждого как-то будет по-своему. Но основные направления мы с вами уже озвучили. Что же энергия денег? В принципе, ваша карта, но король кубков уравновесить разум и эмоции. Сознание где-то и сердце придется. Или конкретно по королю кубков это две сферы. И если одна касается чувств, эмпатии, наших близких людей, а вторая достаточно холодная, это материальная сфера. И поэтому вот эти две составляющие, найти баланс вам придется. И все карты, которые мы достали до этого, опять же, где-то нам говорят об этом. Да, на финансы. Может быть, это и вы, вам будет предложено проучаствовать в каком-то проекте семейном, может быть, и потратить на что-то деньги. У кого-то так. Для кого-то из вас это помощь может быть как раз от вашего партнера по браку или близкого человека, или родственника. Но есть какие-то планы, то, что вы задумали. Именно ваши планы, я вижу так. И этим вы будете заниматься. В принципе, турбулентности какой-то нет. Но искусство мелких шагов с учетом двух королев и шестерки пентаклей в позиции неожиданностей, а пятерки кубков – то, что вам помогает, это вот как раз подтверждает все то, что я сказала. Личная жизнь. Но как будто заглядывать в прошлое точно не рекомендуется. Карта говорит, закрой в прошлое дверь. И правда, планетарно есть такой период, и он мог быть уже даже прежде, когда вы с кем-то могли проститься. Мало что проститься, кого-то даже и забанить могли, но у каждого по-своему, когда даже оборачиваться в сторону каких-то отношений не хочется. Конечно, у кого-то это может быть не обязательно личная любовная история, но у кого-то и через предыдущую какую-то не самую удобную или не самую счастливую любовь тоже может проиграться. Но чего бы тут ни касалось, даже если это касается ваших прежних намерений и целей, именно ваших личных, как ваше кредо, или как, будем говорить, честолюбивые планы, это ваши амбиции личной жизни, не только про любовь,
то тогда тоже тут какой-то будет пересмотр. Какая-то, вы словно стоите на пороге новых возможностей, и поэтому прежние шаблоны вам попросту могут помешать. Они вас могут втянуть в какое-то состояние обездвиженности или могут начать тормозить ваши дела. Или когда вы что-то пытаетесь решить как прежде, да, вот каким-то путем, методом, как вы привыкли это делать, а тут, скорее всего, какая-то обстановка может быть совершенно иная, и вам придется это принять во внимание. Так или иначе, нам говорят, закрой в прошлое дверь. Если вы в паре, если вы человек семейный, то как раз король кубков будет говорить, что, ну, может быть, это дела, которые касаются вашей пары или семьи, или ваших родственников. Могут приходить какие-то известия. И, может быть, это события, которые в жизни происходят именно вашего социума, но они каким-то образом пытаются влиять на вас. Тогда вы должны свою организацию, точнее организацию своей жизни как-то пересмотреть. Когда выпадает десятка мечей, тут однозначно закрой прошлая дверь. И у кого-то это конкретного будет касаться человека, а у кого-то из вас это, ну, какой-то детали, может быть, мелкой, даже для тех, кто в паре. Значит, есть что-то, что уже, ну, не может служить вашему прогрессу. Или, может быть, какой-то вопрос, мои дорогие, вы сумеете где-то решить на этой неделе, как будто закрыть навсегда, чтобы больше к этому не возвращаться. И тогда карта будет говорить, все, ты это решил, и уже к этому тоже не возвращайся. Мы все разные, поэтому продумайте, что для вас наиболее важно, как вы планируете, или какие дела на эту неделю. Давайте карту совет. Карта подытоживает, действительно, семерка мечей. Называют эту карту картой вора, хотя нигде такого я не прочитала, не прописано, но тем не менее манипуляция изворотливости – это точно. И может быть, вполне вероятно, вам нужно забрать свое. Обратите внимание, у нас как будто лиса и молодой человек. Они расходятся в разные стороны и после оглядываются. Здесь могут быть с учетом планетарных транзитов ретро, как раз Сатурн в рыбах, ретро-Сатурн. И здесь какая-то история, она может, или человек конкретный какой-то может попытаться вернуться в вашу жизнь. И все в зависимости от того, чем для вас была эта история. Хотите ли вы какого-то возвращения? Или кто-то может пытаться манипулировать вами. Все-таки будь предельно внимательный. По-другому, вот как и эти все карты, так и это более конкретное говорит нам о том, что самосохранение – и вот эта независимость. И как не попасть в какой-то, может быть, проект, который вам не нужен, где больше будет каких-то обязанностей, может быть. Или по правильному расходованию ваших средств. Не давай деньги в долг, может быть так. Будь аккуратен как раз с деньгами, с учетом семерки мечей. Это, ну, архиважно на этой неделе. С чем-то вы не должны просчитаться. И, может быть, кому-то банально, кому вы прежде помогали, оказывали помощь финансовую, вы здесь попросту скажете «нет», как будто лавочка закрылась. Ну или как-то вот, я так вижу, вы будете очень рационально, по крайней мере, многие из вас могут свои статьи доходов и расходов пересмотреть, потому что на пороге какие-то новые ваши решения, желания, вы что-то хотите осуществить. И плюс к этому есть как будто и определенное окружение, которое вас, может быть, не первый раз, ну, втягивает в какие-то заботы, которые касаются в последующем финансов, может быть, или каких-то трат, которые лично для вас потом заканчиваются как семерка мечей. Я надеюсь, это не для всех проиграется, но то, что свою независимость сохранять стоит и быть осторожным, это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.